В VIII веке мусульмане завоевали Испанию. Слово «завоевание» режет слух. Перед глазами встают страшные картины: пожары, убийства мирных жителей, грабежи и разбои, насилие и вандализм, бесконтрольный вывоз материальных и природных богатств, порабощение местных жителей, подавление национальной культуры и образования, повальное обнищание и деградация. Но с Испанией получилось совсем иначе. Всего за 7 лет арабские правители присоединили Испанию к исламскому миру, уничтожили правящую династию потомков готов, свевов и вандалов и вышли к границам франков. Как им удалось так молниеносно? При распространении ислама население видело в арабах, как писал советский востоковед Беляев, избавителей от тяжкого ига своих правителей. К тому же арабы предлагали более сносные условия существования в случае подчинения их господству. Германские правители этих земель не нашли, да и не искали понимания у местного населения. Их небольшая, высоко военизированная группировка осталась один на один с армиями арабов. Известно, что жители сасанидской столицы Ктесифона открыли арабам городские ворота после бегства шаха Едигерда. Для сирийцев, как пишет профессор Парижского университета, известный французский востоковед Массе, было счастьем сбросить византийское иго. Он также отмечал: мы видели, что арабов встречали чуть ли не как освободителей египетские копты. А известный русский востоковед-арабист Большаков писал, что завоевание арабами происходило сравнительно мирно. Быть может, сообщения историков о том, что жители некоторых городов встречали арабов с музыкой, несколько приукрашены, но нельзя не признать, что большинство городов Сирии, Египта и Месопотамии избежали жестокости и штурма, заключив с арабами договоры на очень благоприятных условиях. В Испании королевство вестготтов правило железной рукой, и германцы составляли господствующий и закрытый класс. Потомки кельтов, римлян и иберов были намного многочисленнее, но совершенно отстранены от управления и жили своей жизнью. Поэтому, когда германцев стали теснить мавры, прочие жители отнеслись к этому довольно безразлично. А небольшая, но очень богатая еврейская община даже приветствовала их, надеясь получить равные права с христианами. В ответ за лояльность мавры очень существенно улучшили условия жизни населению в пику жадным северянам. Лишь 2 королевства прежних времен уцелели: страна басков, высоко в горах, где конница Магриба была бессильной, и небольшое царство астуров, не имевшее никакого существенного значения, либо же богатства. Новая династия взяла власть в свои руки, набрала постоянную армию из берберских наемников и провозгласила Испанию провинцией Аль-Андалус в память об уже истребленных на тот момент африканских германцах, вандалов. Обращение христиан в ислам, особенно бывшей романо-визготской знати, которая не желала терять свои старые привилегии, приняло значительные масштабы в первые десятилетия после арабского завоевания. Особую известность получил Ибн Хафсун. Он происходил из знатной готской семьи. Его дед перешел в ислам. Однако в качестве протеста к кордовскому халифу Ибн Хафсун обратился заново в христианство, принял имя Самуил и основал христианский епископат в поселке Бабастро. Как пишет Леон Фейхтвагнер, многочисленным евреям, бесправным при христианах-визготтах, мусульмане дали гражданские права. Да, под властью ислама испанским евреям жилось так же привольно и хорошо, как не жилось никогда после крушения собственного царства. Этот факт им припомнят позже. После отвоевывания Испании назад в вину евреям будет поставлено не только распятие Христа, иная религия, финансовое закабаление населения, но и помощь мусульманам при падении королевства визготтов. Репрессии и исход евреев в Испании ждут этот народ спустя почти 1000 лет. Мусульмане Магриба опирались на достижения античной и персидской науки и культуры, которые сохранили римское и греческое наследие куда лучше, чем бесконечно воевавшая Европа. Кордова стала городом-лидером халифата Аль-Андалус в науке и финансах. Меньше чем за 1 век они распахали невозделанные поля, создав мудрую систему орошения, добились небывалых урожаев. Как пишет французский историк Симон де Сисмонди, сельское хозяйство изучалось мусульманами с таким совершенным знанием климата, почвы, развития растений и животных, которое могло происходить только из длительной научной практики. Мусульмане первыми в Испании ввели культуры риса, тутового и бананового деревьев, фисташек, пальмы, сахарного тростника,
незнакомых цветов и фруктов, которые позже распространились по всему материку. Не прерывалась университетская традиция, и Испания стала страной богатства и центром образования как для исламского, так и христианского мира. В Аль-Андалусе насчитывалось 90 больших городов: Кордова, Севилья, Гранада, Толедо, Мурсия, Альмерия, Валенсия славились своими ремеслами, производством шерстяных, шелковых, парчевых тканей, дорогих сортов кожи с тиснением и позолотой. В этом ремесле мастерские Кордовы не знали соперников. Стеклянные и бронзовые посуды с рисунками и эмалью, прекрасной керамикой, изделиями из слоновой кости и оружия, доспехов и сабель с тончайшей резной отделкой эфеса и ножен. В одной только Кордове было 6 сотен мечетей и столько же общественных бань. Даже появился андалузский диалект арабского языка. Но очаг конфликтов был заложен изначально. Берберы несли все тяготы войны, а арабы только получали прибыль и руководили. Это приводило к постоянным восстаниям берберов, к которым примыкали другие народы, и халифат Аль-Андалус постоянно менял свои границы, распадался, собирался вновь и так по кругу. Причем образование и богатство андалузских арабов разогрело в них невероятное презрение даже к другим арабам. Называя себя первыми арабами, они откровенно посмеивались над бывшими земляками, что приводило к конфликтам. В 741 году Балш ибн Бишр переплыл с 10-тысячным отрядом через Гибралтар. Арабский губернатор Андалуса, к которому присоединились эти силы, разгромил берберских повстанцев в серии жестоких сражений. Однако между сирийцами и андалусийцами, так называемыми первыми арабами, разгорелась ссора. Сирийцы разгромили их в упорной битве при Аква-Парторе, но их было слишком мало, чтобы взять власть в провинции. Сирийцам вскоре отдали небольшую область как отступные, но периодически такие ситуации повторялись. Однажды власть в Кордове взяли даже славянские гарнизоны из бывших рабов, так называемые Соколиба, и они даже ставили своих правителей на трон. А Абу-Умар ибн Кундис-Альбус по прозвищу Соколиб, то есть славянин, был визирем Сарагосы. В 1013 году очередной бунт берберов был столь удачен, что они захватили и Кордову, и соседние земли, разграбив их до нитки. После этого Аль-Андалус вступил в долгий период раздробленности, когда каждый город объявил себя тайфа, независимым царством, отчего стал легкой добычей для франков и рейдов басков. Вскоре европейская династия создала у себя плацдарм в королевстве Кастилия и Леон и оттуда начала отвоевывать Испанию у мавров. Осознавая опасность тайфы, Аль-Андалуса пригласили на трон могущественную берберскую династию Аль-Моравидов. Они опирались на марокканские племена и должны были отбить христианскую экспансию, что сначала удавалось, но затем волна пошла снова с севера на юг, и Аль-Моравиды сменили Аль-Махады, исламская секта, которая расправилась с Аль-Моравидами в Африке и сама пришла к власти. Выходцы из тех же мест не только не удержали владения от захвата, но и стали так жестко поступать с тайфами, третировать иноверцев и традиционных мусульман, что те взбунтовались. Ослабленная власть марокканцев была добита окончательно силами все тех же христианских правителей Кастилии и Леона. Воинские дела сильно изменились в Испании. Арабы воевали легкой кавалерией, европейские рыцари предпочитали лобовой удар тяжелой конницы, и в Испании это было неэффективно. Арабы просто ускользали от удара, выматывая врага. И тогда испанские христиане переняли тактику арабов и сильно облегчили традиционного рыцаря. Если на востоке Европы легкая кавалерия литовцев метала палицы, то испанцы – длинные дротики, однако с такой силой, что нередко пробивали доспех. Это приводило в недоумение европейских хронистов, не понимающих, как так можно воевать. Жан Фруассар, французский историк. Это правда, что они хорошо выглядят, сидя на коне, отбросив шпоры для выгоды, и хорошо сражаются при первом натиске. Но как только они метнут 2 или 3 дротика и ударят своими копьями, не приведя при этом врага в замешательство, они поднимают тревогу, разворачивают лошадей и спасаются бегством, как только могут. Эту игру они вели при Аль-Джубаротте. Лишь одно мусульманское королевство Аль-Андалуса просуществовало до эпохи Ренессанса – Гранада. Оно долго платило дань христианам и вообще находилось в изоляции от мусульманских земель. Поэтому силы Гранады помогали Кастилии завладеть другими исламскими тайфами в обмен на мир. Через Гибралтар Гранада мощно подпитывалась торговлей с Магрибом. По суше проникнуть туда армиям мешали горы, а по морю сильная гавань и укрепленные стены.
В нее стекались мусульманские беженцы с павших тайф Испании, а с юга прибывали защитники веры из Африки. Это и погубило Гранаду. Ее население стало гигантским и разноэтническим, нередко враждовавшим друг другом. Берберы и арабы, христиане и иудеи, африканцы и славяне Соколиба. Постоянно сколачивались группировки и бросали вызов эмиру, чтобы, захватив власть, быстро сдать ее следующим удальцам. В этом закрытом и кипящем котле произошла еще и гранадская резня евреев мусульманами, которые возмутились назначением еврея главным визирем, что сделало жизнь в тайфе невыносимой. Казна пуста, Кастилия требует дань, в тайфе начинается голод. Гранадская война стала последним десятилетием нахождения ислама в Испании. Артиллерия христиан сделала свое дело против устаревшей армии конных лучников. Кроме того, сами испанцы освоили тактику конного боя легкой кавалерии арабов, предложив им свой аналог, так называемых хинетов. А также бургундские наемники активно использовали ручные аркебузы, едва ли не впервые на полуострове, что сделало разгром лишь делом времени. По мирным условиям, мусульмане Гранады могли в течение 3 лет либо вернуться домой, либо эмигрировать, если пожелают. Отменялся закон о смене религии на христианскую и мораторий на уничтожение исламских святынь и рукописей. Но через несколько месяцев после мира все эти гуманистические инициативы стали отменяться одни за другими, и мусульманское население оказалось в очень сложном положении, выбирая между казнью, принятием христианства, либо же изгнанием. Они активно пополняли ряды горных разбойников и морских пиратов. Преследование мусульман, длившееся больше века, закончилось изгнанием в 1610 году всех мусульман в Африку. Из более чем 1 миллиона человек, по свидетельству доминиканца Бледа, погибло более 3/4. Этот процесс был губительным и для Испании. Она потеряла почти всю свою художественную и промышленную элиту. В течение нескольких веков страна чувствовала последствия этого шага. Кордова погрузилась в забытье, стала тихим провинциальным городом. Цветущие поля высохли и остались необработанными. Города обезлюдили, искусство и ремесла пришли в упадок. Марийски, потомки мусульман, которые так или иначе переняли христианство, до сих пор проживают на юге Испании и Португалии. Как и в случае с евреями, они только формально чтят Христа, на бытовом же уровне оставаясь верным исламским канонам. А также огромное их число растворилось в испанском народе, где от 5 до 18% населения имеет североафриканские гены и около 2% еврейские. Ну а с Аль-Андалус было покончено. Была ли Европа интереснее, если бы Испания осталась арабской? Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли